Сегодня я подготовил для вас список наиболее выдающихся людей 20 века, известных не только у себя на отчизне, а и вдали от нее. Не забывайте подписываться на канал и высылать видео знакомым, а мы начинаем. В 1919 году Грузия посылает молодых военных специалистов во Францию для обучения авиационному делу, но спустя всего 2 года оказывается захвачена войсками Советской России. Интеллигенция выезжает на Запад, а студенты не имеют возможности вернуться домой. Одним из них был Александр Катвелишвили. Будучи инженером по созданию самолетов, в 1927 году он уезжает в США, где получает пост главного конструктора в авиационной компании. Им создается один из основных самолетов США во Второй мировой войне – П-47. В дальнейшем им же будут созданы F-84, F-84F, F-105 и А-10, активно используемые в войнах НАТО, в том числе и в войне во Вьетнаме. В США Александра Катвелишвили считают одним из наиболее влиятельных личностей военной авиации. Сыны грузинской земли нашли место своему таланту и в условиях Советского Союза. Александр Надирадзе после окончания института в Тбилиси в 1936 году поступил в Московский авиационный институт. Занимался созданием самолетного шасси на воздушной подушке для учебного самолета УТ-2Н. Но с началом войны более необходимыми стали исследования по ракетной технике. В частности, самонаводящиеся авиабомбы, зенитные ракеты и так далее. В 1957 году был объявлен конкурс на лучший проект мобильной межконтинентальной баллистической ракеты, где и победила команда Надирадзе. Темп-С, Темп-2С и главное достижение Советского Союза ракетный комплекс «Тополь» – все это создал грузин Александр Надирадзе. Дмитрий Шаликашвили был князем, но вследствие советской оккупации в 1921 году вынужден был уехать из Грузии в Польшу, где и появился на свет его сын Малхас Шаликашвили. После войны здесь также устанавливается коммунистическая власть, и потому в 1951 вся семья уезжает в Штаты. Малхас поступает на военную службу, участвует во Вьетнамской войне. Шаг за шагом он достигает высшего звания в войсках США и становится генералом. Был командующим войсками НАТО в Европе, а также главой Объединенного комитета начальников штабов США, после чего ушел в отставку и читал лекции в одном из самых авторитетных университетов – Стэнфордском. Для того, чтобы начать ядерную войну, в США нужно согласие нескольких высокопоставленных чиновников. Одним из них по должности был Малхас Шаликашвили. С 1992 по 2003 год Грузию возглавлял Эдуард Шеварднадзе. Для грузин этот человек запомнился эпохой бедности, нищеты и бандитизма, но за границей о нем совсем иное общественное мнение. Будучи главой МИДа Советского Союза, стал известен как человек, остановивший холодную войну. Улучшая отношения с Западом и способствуя выводу войск из Афганистана, он показал, что СССР можно не только опасаться, но и уважать. А с падением коммунизма в Восточной Европе Шеварднадзе отказался от силового подавления, чем спас многих людей и не допустил эскалации и до того натянутых отношений между Москвой и местной властью. Но главным достижением, безусловно, является объединение Германии, где он был ключевой личностью, поставившей подпись под соглашением о воссоединении. Будущий отец и создатель американского балета Джордж Баланчин, а по-настоящему Георгий Баланчевадзе, начинал как постановщик в Советском Союзе. Но будучи на гастролях в Германии, он захотел остаться там, а после уехал в США, абсолютно не зная английский язык. Это не помешало создать ему школу танца, и уже до войны он участвовал в постановке мюзиклов на Бродвее. В итоге его студия становится Нью-Йоркским городским балетом. В 50-х годах он ставит «Щелкунчик» Чайковского, что вызывает восхищение публики, и эта постановка становится обязательной к ежегодному показу на Рождество в США. Считается одним из самых влиятельных постановщиков танца и мюзикла 20 века.
Гиви Ахмедиани, еще будучи в составе команды ЦСКА по волейболу и баскетболу, добился всего, что только можно. Но все-таки легендой он стал, будучи наставником мужской и женской сборных Советского Союза. До него 10 лет советские волейболисты не видели успеха на международных чемпионатах. Но как только он стал тренером, в тот же год команда СССР стала победителем. Также и на следующем чемпионате, и на Олимпиаде в Токио. После победного шествия мужской сборной Гиви занялся подготовкой женской. Главным оппонентом считалась команда Японии, постоянно побеждающая советских девушек в финале. По словам очевидцев, на заседании коллегии спорткомитета Ахмедиани сказал: «Я знаю, как сделать так, чтобы победа была за нами. Если на ближайшей Олимпиаде мы не возьмем золото, исключите меня из КПСС, и я больше никогда не буду заниматься тренерской деятельностью». В итоге его команда не уступала ни один чемпионат в течение следующих 7 лет. В 2000 году Международная федерация волейбола назвала Гиви Ахмедиани лучшим женским тренером 20 века. Также его внесли в волейбольный зал славы. Этот человек сделал свою фамилию символом нации. Когда кто-то слышит о Сухишвили, ему является облик кавказского танца, и для многих людей именно этот ансамбль стал ассоциацией с Грузией. Ничто не может так показать менталитет, обычаи и характер. Достаточно увидеть национальный танец, чтобы понять суть людей, его исполняющих. Это отлично понимал и Лико Сухишвили. Потому по окончанию войны создается танцевальный коллектив, где солистами были сам Илико и его жена Нино. Какого успеха добился ансамбль, можно даже умолчать, это и так известно всем. Скажу лишь о нескольких фактах. На знаменитой итальянской сцене Ла Скала в Милане люди вызывали Сухишвили на бис 14 раз. Это внесено в книгу рекордов Гиннесса, а в США выступление коллектива было дважды названо лучшим шоу на Бродвее. Исполняется уже 80 лет, но он все так же служит людям. Советский и российский врач, профессор, академик, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава России. Имеет более 150 патентов на созданные им технологии и методы лечения на сердце. Являлся одним из ведущих специалистов медицины в Советском Союзе. Кто бы мог подумать, что обычный мальчик из грузинского села сможет стать магнатом и успешным бизнесменом. Но именно так и случилось с Григором Кобахидзе. В 1909 году он уезжает в Штаты, а спустя всего 10 лет уже становится владельцем завода. Джордж Коби, как его там называли, запатентовывает собственный метод изготовления водостойкого бетона, а его компания Kobe Glass Products Company считалась одной из лучших в промышленности США. Но находясь вдали от дома, Коби никогда не забывал, кто он, оказывая непосильную помощь нуждающимся в Грузии. В своем селе он оплатил возведение школы, аптеки, магазина и церкви. В США он всячески помогал своим соотечественникам, считая, что тем самым отдает свой долг Грузии. В 2019 году, согласно Левада-центру, к нему позитивно относились 70% россиян, считая одним из величайших правителей. Ни один политик в России так и не смог сопоставить себя с ним в глазах людей. Но вот его соотечественники, грузины, относятся к нему куда более негативно. Такая неоднозначность и двойственность была со Сталиным всю его жизнь. Мать хотела, чтобы он стал священником, но он возглавил самое большое атеистическое государство. Он был из Грузии, но ни один генсек Советского Союза не сделал столько плохого для Грузии, как Сталин. С его подачи на пустом месте были созданы автономии Аджая, Южная Осетия и Абхазия. Все это даст о себе знать в начале 90-х, когда Грузия захочет стать свободной. Именно эти области станут аванпостами последователей коммунизма. В любом случае, как бы к нему ни относились, он является одним из наиболее известных грузин 20 века. Американский журнал Time дважды называл Иосифа Джугашвили человеком года.
А на этом сегодня все. Не забывайте подписываться, напишите под видео, на какую тему хотели бы увидеть следующий выпуск. И как обычно, мир вашему дому.